Всем привет! Меня зовут Таня, я автор подкаста «Таня, говори», и сегодня я приглашаю вас посмотреть вторую часть моего подкаста про искусственный интеллект и нейросети. Первая часть уже вышла у меня на канале, обязательно заходите и смотрите. Ну что, погнали? Спасибо большое, что решили поучаствовать в моем подкасте. На самом деле очень интересная тема, искусственный интеллект, поэтому you are welcome. Рада, что эксперты соглашаются поделиться своим мнением, опытом. Первый вопрос, который я задаю вообще всем, кто разбирается и использует активно искусственный интеллект, как вообще, как появился в вашей жизни искусственный интеллект, собственно говоря, до того, как мы с вами поговорим о вашем сервисе. Давайте я вам дам слово, расскажите о себе вообще, и как вы пришли к AI. Как я дошел до этой жизни, я понял вас. Да. Ну, начну с того, что зовут меня Рубанович Игорь, и я работаю в IT-сфере. Моя работа связана с разработкой веб-сервисов, и в данный момент времени я инжиниринг-менеджер. Это такая роль, которая занимается тем, что мы разрабатываем что-то, какое-то приложение для условного какого-то заказчика или еще кого-то. Помимо этого мы управляем командой, следим за тем, чтобы наша дисциплина, в которой мы работаем, развивалась, была передовой. И также мы еще следим за тем, чтобы наши люди, которые в нашей команде, учились, развивались, чтобы соответствовали рынку. То есть, отвечая сразу же на ваш, то есть это и есть немножко ответ на ваш вопрос, как появился AI, потому что он вошел в тренд, и я, так как моя роль такая, что развитие, передовые технологии, быть готовым к вызову, я не мог его пропустить. И, соответственно, когда это началось? Если помните, где-то ноябрь, 2 года назад, примерно в ноябре вышел ChatGPT, и самый популярный вопрос среди айтишников был тогда: нас всех уволят. В тот момент времени, заменят роботами, какими-то компьютерными технологиями и так далее. Так как я инженер, я верю не эмоциям, а фактам. Поэтому я собрал 40 человек, разбил их на 4 команды, и мы начали исследовать, как влияет ChatGPT на разработчика. Действительно ли он может заменить его? 4 команды разрабатывали одну фичу для одного сервиса условного по поиску жилья в Черногории. И они были с разным сетапом. Какие-то команды просто шли, делали обычный код, как по старинке, а какие-то с чатом GPT в разных вариациях, потому что нейросети есть для написания кода, для генерации картинок, для создания видео. И вот эти вещи, тогда видео мы не генерировали, естественно, просто для разработки, и мы увидели, он на 50% минимум ускоряет, но он не способен заменить человека. Все выдохнули. Всем стало спокойно, все понятно, потому что да, AI это круто, это офигенно, но в ближайшее время он не заменит людей. Таким образом, соответственно, это был условный старт, и потом я начал уже все больше и больше разрабатывать Gen AI приложения. То есть, когда мы говорим про искусственный интеллект, мы подразумеваем, что он есть разный. У меня, например, с искусственным интеллектом связан такой достаточно долгий путь. То есть понятно, что ChatGPT сразу нас как-то взбодрил в плане вообще разных скиллов, а началось все это вообще давно, потому что я, например, училась сейчас я скажу, в 17-м году в магистратуре, и тогда была популярна тема этих блокчейнов, и потихоньку, видимо, начал внедряться, и в компании прям активно стали внедрять свою работу уже последние пару лет. И давайте, конечно, остановимся на сервисах, поговорим про то, как вообще, он же, насколько я понимаю, я там поизучала, я не специалист, не эксперт, но есть отдельно машинное обучение, есть разные виды искусственного интеллекта, как раз что используете вы, насколько это влияет на работу и на разработку. Сейчас мы разговариваем в контексте популярного Gen AI, доступного всем, каждому, который генерирует текст или видео. Это условно недавно стало доступно для всех. А так оно, естественно, уже годами исследуется и внедряется, работает. Есть определенные направления, дата-сайентисты, дата-инженеры, которые в этом варятся. Это их уже давным-давно.
А такие, как мы, инженеры, которые как конструктор собирают разные системы и строят разные сервисы, да, начинаем его внедрять где только можно относительно недавно. И если вы возьмете какой-то сервис, будь то вот создание видео или еще что-то, это искусственного интеллекта, там вот этого GenAI, аппендикс, мало. Все остальное это стандартные обычные сервисы. Потому что в GenAI мы отправляем для определенных видов задач что-то. И, как правило, это текст. Либо, текст отправили, получили там картинку, видео, там что-нибудь типа такого. Прежде чем коснуться как раз-таки непосредственно видео, поговорим немного про то, чем вы занимаетесь, скажем так, какой вид искусственного интеллекта используете, и как раз вот про генерацию, да, искусственного интеллекта. Друзья, привет! Вы на канале Таня Говори. Я веду свой авторский телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на него. Там я делюсь своими мыслями, лайвом, анонсами своих подкастов. Собственно, в основном у нас GenAI, и так как мы сделали, я лично делал разного рода исследования провайдеров GenAI, там Cloud, от Google, там, от Amazon, там Bedrock его, пока что остановился на самом лучшем для себя и для наших клиентов, где-то там пользователей, это OpenAI, то есть он же ChatGPT. В зависимости от сложности задачи, там у него есть разные модели, но, как правило, уже вот последнее, что он выпустил, ChatGPT 4 mini и O-mini, которые, они вполне совсем справляются практически идеально, и цена более-менее нормальная. Это не означает, что тот же Cloud хуже. Просто, когда ты что-то делаешь одно, нужно, чтобы все было под контролем. И Gemini, она тоже хорошая модель. Я выбрал OpenAI ChatGPT. Для создания видео там тоже есть разные нейросетки, Runway, но мы в основном занимаемся тем, что ускоряем процессы, уменьшаем время, затраченное на какой-то вид работы. Как правило, это рутинные задачи, и все связано, опять-таки, вокруг GenAI. То есть вы берете, получается, собственно говоря, ChatGPT и используете его как раз для ваших сервисов, правильно я понимаю? Мы берем либо сам ChatGPT как сервис, либо берем уже готовые модели, которые есть в доступе. Вот есть разные сервисы, и вы можете сказать ту же самую модель ChatGPT 2 или еще что-то, дообучить ее. В зависимости от цели мы берем что-то. Если это какой-то банк, закрытый периметр, все суперсекретно, мы не имеем права брать такие открытые модели, как ChatGPT. Мы берем, скачиваем условно модель, дообучаем ее с помощью ML-инжиниринга. То есть она крутится в отдельном сервере своем, она в своем домике живет. Дообучается, ее уже используют. Просто разные кейсы. Но мы сами модели не создаем. Я, по крайней мере. Есть ребята талантливые. Понятно. Так, и получается у вас вот как раз видео, вот это направление. Отдельно какие-то еще вы разрабатываете? Есть у меня определенный вид деятельности, связанный с AI, это там определенная работа, да, и есть еще, условно, наш стартап, который создан специально для блогеров. Начну я издалека, почему он создался и как именно помогает блогерам. Да, лет 10 назад еще, знаете, блогинг, он разный бывает, особенно на YouTube. И для меня, и для моей семьи это было как что-то такое совместное хобби-занятие. То есть мы пришли на YouTube и начали заниматься совместно семейным каналом в детской нише. То есть я, жена и мой ребенок. Мы снимали детские ролики. Там, помните, там были раньше популярны «Лайк Настя», «Мистер Макс», песенки детские. Мне кажется, они до сих пор популярны, наверное. Они да. Вот. Но начинали они с того, что они снимали, я не знаю, динозавры, игрушки в луже. Дети по луже ходят, снимают ролик, и он становится на миллионы просмотров. Жабу там снять, да. То есть было легко зайти. Киндер-сюрприз, яйца вот эти шоколадные, разворачивали, зарабатывали $1000 на том, что разворачивают яйцо и показывают, какая в нем игрушка. То есть вход был очень легок. И туда толпа ринулась, мы были одни из тех, кто тоже туда зашли. Вот. Со временем у нас интерес к детскому сегменту упал, потому что, знаете, второй закон Гегеля, это когда у нас переход количества в качество. И в данной нише произошло сначала количество, и потом уже только качественные начали оставаться и зарабатывать хорошо. И когда у меня уже производство ролика зашло до $300, и процессы увеличились, а отдача стала меньше, то есть там сначала много заработок был, а потом уже все время падал, и надо было больше сил вкладывать. И так как я совмещал программирование и
YouTube. Поэтому я выбрал сторону своей основной работы, а это немножко свернул. И мы зашли потом позже в кулинарию. Поднимали каналы, они, естественно, работают, но для того, чтобы быть популярным кулинаром, так как я еще раз айтишник, программист, инженер, у меня легко дается понимание алгоритмов. И я понимаю, вот даже в детском канале, сегменте, я когда первые мои видео снимал, не знаю, как у вас, но мои первые видео были с гребенкой. Я снимал ее на камеру, и видео выкладывал на YouTube, и оно мельтешило вот так вот. Мне зрители писали, меня тошнит, у меня морская болезнь. Но они заходили, они их смотрели, потому что я понимал, как оптимизировать вот эти все запросы, как правильно это все сделать. Сейчас даже, чтобы получить, пусть даже негативный комментарий, это уже как бы хорошо, потому что это все равно потом, ну, повлияет на видео. Это реакция, YouTube это все учитывает, и любой комментарий, он важен. Даже если это хейтерский, тоже хорошо. Вот. И смотрите, если брать кулинарию, она раньше была не сильно популярной, потому что доходы были там тоже довольно-таки низкие на одном регионе. Но YouTube это глобал платформа. И блогеры разобрались, что если дать YouTube сигнал, что мой канал на все страны, то он, соответственно, будет сразу же показывать на все языки. То есть мы сейчас с вами говорим на русском языке. У вас один язык, и вас в основном YouTube рекомендует только русскоязычным. Либо каким-то образом, если видео станет супер популярным, он вас начнет рекомендовать уже, кто понимает русский, но чуть-чуть шире. Это гораздо сложнее. Но если вы сейчас добавите в ваш канал немецкий, французский, другие языки, которых в YouTube 140, для YouTube это будет сигнал в том, чтобы попробовать ваш контент показать носителям этого языка. И вот вы представьте, у вас 10 просмотров русскоязычных, плюс 10 просмотров немцев, плюс 10 или там 3 просмотра от арабов. Это маленькие ручейки, которые вас раскручивают. А это, получается, имеется в виду на одном канале, то есть это не англоязычный канал? Это называется локализация. То есть когда вы в ваше приложение, в контент, оно не только на YouTube есть, это есть и в программах на телефоне. То есть вы выбираете свой язык, это называется локализация. На iPhone вы можете выбрать и арабский, и немецкий и так далее, он будет на нужном языке. Вот. На YouTube также. Если вы даете сигнал YouTube, что мой канал переведен, он вас будет там показывать в новых регионах. И у YouTube есть 3 способа этой локализации. Я сейчас вам рассказываю про самый базовый, самый первый. Один канал, множество языков. Вот. Есть второй способ, это который вы сейчас сказали. 2 канала. То есть вы их по определенному, справку YouTube, я вам потом пришлю ссылочку, вы можете показать подписчикам, что вот можете прийти почитать, а там описано все, как это делать. То есть надо специальным образом связать каналы. И второй канал на английском языке, это будет как бы локализация. YouTube будет видеть, что да, это ваш канал, он не будет вас банить, он не будет вас пессимизировать и будет продвигать и понимать, что вы локализируетесь для для зрителей на разных языках. Но это со звуком, это вы переделываете видео, звуковую дорожку. Третий уже там больше для брендов, там больше нюансов с видами картинок, с текстами. Там этот кому интересно, можете почитать, потому что в основном про 2 мы сосредоточены наш сервис. Есть еще, не знаю, 1,5 или как его назвать. Возможно, вы видели, знаете мистера Биста. Знаете же, конечно же. Да, кто же его не знает. Вот. YouTube вводит новую функциональность. Мультидорожки. То есть оно и сейчас еще, это, то есть так же, как и с текстом, вот я вам рассказываю, да, субтитры, вот мы говорим, если это все в текст перевести, это будут субтитры, вы их можете загрузить, и зрители будут понимать, что смотреть. Также YouTube может уже скоро делать с аудиодорожками. То есть вы переведете с помощью нейросетки, например, на итальянский, на испанский, загрузите через кабинет, и зритель из Испании будет смотреть ваше видео и слышать сразу же голос, переведенный автоматически. У мистера Биста это делают актеры. Он может себе позволить. Это колоссальные средства, локализация одного ролика диких денег стоит, но это круто он делает. И у него такая функциональность есть. Вот. Но это второй, более сложный, и пока что вам скажу, что достаточно даже первого. Перевод метаданных. И вот наш сервис, то есть это доступно вам. Вы можете зайти, сделать, любой блогер может зайти в свой канал, и сам руками добавить. То есть выбрать язык, перевести его где-то, скопировать, вставить. Имеется в виду субтитры или переводить еще название? Да, все переводить надо. Это все вместе. Название,
описание, субтитры. Субтитры нам нужны для того, чтобы увеличить engagement, чтобы зритель понимал, о чем речь, если у нас... Да. И многие начинают возражать почему-то, особенно жители, так скажем, бывших стран СНГ, в том, что звука нет, кому эти субтитры не нужны. И здесь есть маленький нюанс. Практически во всем мире, как это называется, переведенный со звуком фильм не посмотреть. То есть, если вы придете в кинотеатр в Литве, в Узбекистане, возможно, в Черногории, в других странах, вы будете смотреть фильм на языке оригинала, на английском, с субтитрами. То есть, практически весь мир приучен читать. Вот. А у нас мы такого не можем себе представить. Мы идем в кинотеатр, мы смотрим с нормальным, качественным переводом. С актерами, все вот это вот. И поэтому кажется, зачем? Что это? Кому это надо? Вот, это культурные особенности. Поэтому субтитры важны. Вот. И представьте себе, что вы делаете 140 переводов субтитров, названия, описания, у вас это займет, я не знаю, если вы любите играть в Counter-Strike, в Dota, очень быстро кликаете, полчаса, 40 минут. Если вы делаете это ежедневно, то есть блогеры, чтобы заработать больше денег, выпускают контент каждый день. То есть больше охватов, все вот это. У вас уйдет как минимум 3 дня работы только вот на эти вещи, прокликивания. Вот и наш сервис с помощью нейросетей делает это за вас автоматически. Вы заходите, жмякаете просто кнопочку, ваш канал переведен на 140 плюс языков. Или на 50, если вам надо, я не знаю. У каждого разная стратегия. И отдельно можно еще голос, менять? Голос — это уже дополнительная как функциональность. Да, у нас есть генерация голоса. Вы можете сделать субтитры, опять-таки, загрузить их к нам в сервис, озвучить и скачать уже звуковую дорожку, чтобы ее потом наложить, или загрузить в кабинет, или уже наложить на видео и создать видео с переводом. Почему субтитры? Потому что на постпродакшене немножко полегче будет подгонять. У нас нету синхронизации с губами, как в некоторых сервисах, и цена. Потому что если мы будем использовать какой-нибудь нейросервис, Rask или еще что-то, чтобы перевести и липстик сделать, чтобы в губы попадало. Это прям полностью, ничего себе. Да, оно будет стоить довольно-таки дорого. Видео на $50, на $30 одна штука. А мы говорим про... Да, мы говорим про обычного блогера, который каждый день контент выпускает. Я имею в виду, что это прям должно сильно тогда окупаться, чтобы в этом был вообще, наверное, Именно. глобальный смысл. Именно. Поэтому у нас средний ценовой сегмент такой, который направлен на всех обычных людей. Но он тоже не то, чтобы совсем пользователь, который еще не разобрался, зачем у меня канал, просто запускает пока не надо. Но кто уже как бизнес YouTube использует, вот колоссальная экономия времени. Помимо этого, помимо этого, вот мы сейчас с вами говорили про переводы, у нас есть еще и другая функциональность. Так как вы занимаетесь блогингом, вы точно знаете, что название очень важно. Это второй путь к вашему каналу. Если первый путь — это картинка, то второй путь к вашему каналу — это именно название. И наш сервис предлагает генерацию названий по правилам YouTube, по проверке на стоп-слова. Потому что некоторые могут написать такое название, оно будет содержать стоп-слово, которое заблокировано YouTube. Вы про это не знаете. Там большой список слов, он есть. Вот. Мы это все проверяем. Полиси, ненависть, ничего такого не должно быть в названии. Мы это все проверяем, предлагаем правильное оптимизированное кликбейт название. Правильное название. Плюс оптимизированное описание. До 5000 символов у вас поддерживается описание, и вот эти метаданные, почему их правильно, грамотно делать, они участвуют в поиске. Особенно маленькие каналы. Я не говорю про миллионники, которые что угодно запостили, их YouTube везде. Да. А маленькому каналу каждый просмотр из поиска. Вот вы когда открываете YouTube, я уже говорю про источники просто поиска. Есть главные страницы, похожие видео, search, это основные. Плейлисты, их довольно-таки много источников, но мы разговариваем про основные. И вот, search. Если у вас правильно оптимизированное название, описание, то вы с большей вероятностью будете выдаваться из поиска, кто вбивает в YouTube или в Гугле. Вот. Такое название мы тоже делаем, плюс теги там генерируются на любом языке. Вот. Далее, опять, где у нас AI участвует. То есть здесь AI участвует. И в следующем, подписчики. Вам пишут подписчики. Маленькому каналу, возможно, эта функция не будет сильно актуальна, если он сам на все отвечает, и у него 3 комментария в неделю.
Вы представьте себе, что вы популярный канал, вам пишут их десятками и на разных языках. Как правило, блогеры-миллионники, кто стартует международные каналы, просто на них не отвечают. А это один из показателей для YouTube, вовлеченность комментаторов, чтобы больше видео показывал. Вот. И наш сервис отвечает по разным параметрам с помощью AI на любой комментарий на любом языке, будь он на арабском, на китайском, неважно. Вы просто там, ну, вы видите перевод, естественно, что вы там отвечаете, можете где-то подредактировать, если надо, да, и в пару кликов на 150-300 комментариев вы отвечаете, и пользователи начинают с вами дискутировать. Понимаете, да? Правильно отвеченный комментарий – это еще один просмотр. С обложками, ну, какую-то, то есть без, как вообще здесь быть? Обложки мы не переводим, YouTube пока что не предлагает такой вот возможности, как разные обложки под разный язык. Здесь уже будет только одна обложка. Если у вас русская кириллица, да, она будет. Но опять-таки, вы попадете, если в рекомендации, и он среагирует на название переведенное, то есть человек, да, на обложку, это первый основной. Второй – это название. И когда вы анализируете ролики, вы можете иногда обращать внимание, что работает, ну, не обложка, а название. В похожие попасть. Здесь можно, да, в обложку тоже может быть больше с картинками, ну, то есть как бы чтобы... Да, то есть мы ее не это самое, но обложка один из важных моментов, и очень важно к ней подходить, но это другая история, тоже могу про обложки рассказать. Это другая история, очень важно, но вот, мы ее не локализируем. В общем, ответы. Что мы еще делаем? Ну, аналитику мы запускаем, то есть когда вы выбираете, что вам снимать, вы можете снимать, ну вот как вот вы выбрали. Вот вы правильную тему, вы чувствуете, у вас есть насмотренность, вы знаете, что в трендах, и вам легче, да. Но бывает иногда, что блогер выбирает какую-то тему, ему кажется, что она популярна, она не популярна. И тогда это холостой выстрел. Время потрачено, просмотров нет, потому что целевая аудитория в этой нише уже это не смотрит. Или еще это не смотрит. Вот, и наш сервис аналитики проверяет десятки тысяч видео для того, чтобы найти то, что смотрит здесь и сейчас. Вот, то есть не надо будет думать, как там смотреть часы, а просто посмотреть, что смотрит здесь и сейчас, и понять, куда работать. Но он еще не запущен, он в работе. Вот. И стримы. Вот. Но это без AI уже, ладно уже. Вот стриминговую платформу тоже поднимаем. Сейчас очень популярно сейчас стримить свои ролики. Это увеличивает, бустит канал, дополнительные просмотры. Ну и кто-то зарабатывает на этом дополнительно. То есть сейчас очень модно у всех. А по поводу заработка, вот как раз мы с вами чуть-чуть коснулись в переписке AdSense. Насколько я понимаю, ну, в России сейчас он как бы заблокирован. Получается, вы как партнер, да, Ютуба, вы, ну, есть какие-то, да, возможности для, ну, как бы, да, для создателей контента? Мы можем помогать нашим пользователям подключать к AdSense через наш. То есть, грубо говоря, если у вас есть канал, который приносит уже доход, он адекватный, вы можете нам показать, мы подключим его к нашему AdSense. Далее, мы партнеры медиасети. Ну, есть YouTube, вот этот AdSense, это то, что, через что зарабатывают все деньги, через показ рекламы. Google продает рекламу. И есть у Гугла еще специальные медиапартнеры, вот такие как Медиакуб, Player, там, господи, там некоторое количество. И мы партнеримся с Медиакубом. Они, помимо того, что они являются партнерами Гугла, еще и как финансовая платформа. То есть они могут выводить деньги каждый день на любую карточку. Ну, то есть и в РФ это возможно. Вот. То есть если канал хороший, монетизация будет работать и так далее. Есть нюанс. Ежели вы смотрите только на целевую аудиторию в РФ, там сейчас монета отключена, то есть доход будет маленький. Поэтому локализация, антикризисное решение снимать и за пределы, и можно будет снова хорошо зарабатывать. Ну, то есть у нас много пользователей есть, сами понимаете, русскоговорящих. Ну, то есть, да, основные, получается, ваши пользователи это, ну, как бы Россия, страны СНГ, наверное, да, получается? Или здесь разные? У нас worldwide, мы worldwide, но так как я говорю по-русски, естественно, что основной круг общения, да, русскоязычные. И да, в сарафанное радио, там, ну, рекомендации, ну, естественно, больше именно русскоязычных. А так и турки, и американцы, и испанцы хватает. То есть про субтитры я поняла, а вот по поводу, как мы с вами обсуждали сейчас, метаданные, это получается, вы меняете описание под видео полностью, или если я, например, сначала напишу на русском, а ниже напишу на английском, это будет не то, да, то есть я просто, ну, как бы, у меня есть еще
Английский канал, там, естественно, я делаю только на английском, потому что я владею в совершенстве, но совершенно у меня как бы сейчас нет времени им заниматься, вот, ну, то есть я немножко его отложила на потом. Я, получается, ну, как бы, то есть если это английский, я пишу полностью на английском, если это русский, то я пишу на русском, а если, например, я напишу и так, то это получается вообще, да, ну, как бы в минус. Это делает нейронка. Она должна справиться. Я, если честно, таких кейсов не припомню, но нейросеть, она понимает, где какой язык, и работает согласно определенным правилам. То есть сейчас оно должно перевести на один язык. Вы ему даете русский, английский, он вам вернет только английский. Вот. Но мы можем запрограммировать еще и таким образом, если какой-то универсальный кейс, мы должны об этом узнать, и мы можем ввести, что там, не знаю, английский меняется на французский. Ну, по-разному. То есть зависит от ситуации. Сейчас нейросеть понимает, что вот я такое получаю, примерно такое должно вернуть на один язык. Если вот ваши зрители или вам надо будет что-то решить вопрос с монетизацией, welcome, мы поможем. Да, естественно, это определенные траты где-то будут, потому что, ну, банки забирают, там, налоги забирают. Да, потому что там очень много моментов, я тоже как бы я пока про монетизацию особо, честно говоря, не задумывалась, но относительно недавно я вообще начала заниматься подкастами, вот, но в целом я понимаю, что там такая система, что там нужно будет и заплатить налог в стране, и заплатить Ютубу, насколько я понимаю, то есть там это такая многоступенчатая история. Вы заполняете, у Ютуба есть определенно, вы Ютубу говорите, я налогоплательщик другой страны, и он вас не будет забирать. Ну, конечно же, там есть, как сказать, YouTube, допустим, 100% берет с рекламодателя, то есть вы заплатили $1 за рекламу. YouTube с этого $1 вам заплатит 45%. Вот уже с этих 45% на эту прибыль претендует уже еще и государство. И так как YouTube американская компания, она еще с этих 45% стремится отгрызть 30%. Но если вы скажете, я где-то налоги плачу, то вот все эти 45% уйдут вам, и вы уже будете разбираться со своей страной. Налоги будете платить. Ну, понятно, в своей стране да. расплачивать. Да. Ищем все пути возможные для каких-то решений. Особенно, ну, классно, что можно там экономить время и продолжать, скажем так, делать то, что нравится. 2 канала спокойно будет вести. У вас вот уже появится время на второй. Какие ваши мысли про будущее AI, ну, какое-то, знаете, такое ближайшее будущее, потому что, на мой взгляд, будущее вообще ближе, чем нам кажется. Какие вообще есть перспективы, может быть, какие-то у вас уже есть еще там наработки и фичи, которые вы хотите внедрить вот в ваш сервис, так, вот. Какие у вас мысли по этому поводу? Первого гостя я сняла в этот подкаст, и там стартап, с которым сейчас девушка ездила, ну, в Силиконовую долину, конечно, там, ну, вот она мне рассказала, что там это плюс 5 лет. Кто живет в Силиконовой долине, они молодцы, большой такой котел, но это все мировое. И прогрессивные разработки не обязательно именно в Силиконовой долине. То есть даже тот, кто туда едет, он это сделал где-то у себя, а потом в Силиконовую долину заехал, понимаете? Да, оно как губка впитывает, вот, но не то, чтобы там вот что-то быстрее там появляется, потом распространяется. Это уже бизнес. А бизнес, он такой, он может быть на один регион, а может быть на весь мир. И если мы говорим в контексте AI, ну вот это уже не совсем про наш сервис, наверное, а про то, что я делаю. Ну, собственно, он есть, и его надо как-то внедрить. И если мы берем, например, изменения в обычной команде разработчиков, пускай, и там, программистов каких-то, то у них меняется вообще подход к работе. Если мы сейчас говорим, что человек, он творческий, вот, допустим, даже вы как копирайтер или сценарий себе пишете, вот сегодня, да, вы его пишете, придумываете сами, а уже идет переходный момент, и вы используете чат GPT, чтобы он вам пробил белый лист, что-то написал, и вы подкорректируете. В дальнейшем уже завтра будет чуть-чуть больше тулов, таких как наш сервис, там, другой, потому что мы это уже делаем, в принципе, в сервисе. Вы контролируете. Вы резко из работника превращаетесь в начальника отдела. То есть начальник отдела любого, программирование, там, копирайтинг, бухгалтерия, он контролирует работу кого-то. И вот вы превращаетесь в начальника, который контролирует работу вашего личного слуги, чата GPT, например. Вы принимаете решение, принимать эту штуку или не принимать. Вот. Это вот следующая итерация, которая будет в течение, там, не знаю, лет 2. У каждого будут такие инструменты с личными слугами. То есть, например,
Google запускает сейчас Jarvis. Jarvis — это такая штука, которой вы будете говорить: купи мне билеты, там, не знаю, там, в Барселону. Он пойдет, сам все сделает. А вы ему просто скажете. То есть вот такие помощники. А до этого нужны были люди, да, которые как раз-таки сидели там за какую-то зарплату, но я, условно говоря, вспоминаю каких-то ассистентов, которые, особенно там карточки, если были платные тарифы, то можно было, ну, как бы, то есть просто написать сотруднику. И в дальнейшем, я не знаю, это все превратится в своеобразную магию. Когда вы, вот представьте себе, вот нейрочипы, то, что Илон Маск внедряет, еще что-то, плюс нейросети, вы сможете силой мысли что-то себе создавать, заказывать и так далее. Но это очень далекое будущее. Если брать ближайшее, то мы все с вами превратимся резко в боссов, в начальников. И наши слуги — это нейросети. Создать видео, загрузить видео, перевести видео. То есть, если мы говорим про отмершие уже профессии, то пострадали кто? Переводчики. Все, добрый вечер. Зачем? Вы можете... Ну да, в целом. Да. Создание логотипов. Я не знаю, как вы, а я лично уже больше не заказываю логотипы ни у кого. Раньше я запускал каналы и шел к дизайнеру, говорю: нарисуй мне логотип. Мы с ним час беседовали, что я там хочу. Он там вдохновлялся, говорит: ну, я художник, так я вижу. Вот вам. 3. Вот. Сегодня ChatGPT по моему безумному набору слов, вот я могу с ошибками говорить, еще что-то, а он мне уже что-то предлагает. Мне не нравится, он генерирует, ну, не ChatGPT там, а Leonardo AI там, допустим, да, но суть в том, они уже не зарабатывают на логотипах. Генерация видео тоже. По описанию, по картинке вы уже можете себе получать маленькие, крутые, короткие ролики, которые как минимум вы сможете вставлять в рекламу. Для продвижения сервиса мы уже используем генерацию нейронок для того, чтобы сделать какие-то видео. Ну и запускаем их там в наших инстаграмах, там везде. То есть это тоже уже, ну, режиссер монтажа уходит, этот самый оператор там. Про копирайтинг вообще здесь даже уже речи нет близко. Но я имею в виду, что писать. Большинство, если раньше шло к профессиональному копирайтеру, то сидел загруженный, писал, а сейчас всем, ну, вроде вышло, пускай там не супер оптимально, но нормально. Вот. На мой взгляд, вообще, как бы команда такая, мини-команда будущего, это как человек и его несколько нейросетей, которые, скажем так, ему помогают. Их называют AI-ассистенты и AI-агенты. То есть вы даже можете в чате GPT настроить своего собственного ассистента под определенный вид работы. То есть под копирайтинг, под переводы, под написание кода, и общаться с нужным вам агентом в нужный момент времени. И он будет вам более точно, ну, делать какую-то работу. Да, абсолютно. То есть у вас появляются бесплатные услуги. А вот поисковик, я что-то сейчас забыла название, который от чата GPT, ну, то есть там все то же самое, как бы ты спрашиваешь, как в Google. Ну, или я могу ошибаться, просто недавно, ну, видела. Он вышел. Я его, естественно, я им тоже пользуюсь. И есть еще Perplexity. Это чуть-чуть более раньше вышел AI-поисковик, чем у чата GPT. Google свой еще там не развил, но вот он с Jarvis там что-то делает. И мы не знаем на самом деле, что тот же самый OpenAI или ChatGPT используют под капотом. То есть вот эти все запросы, которые ты ищешь, они могут идти через Google. То есть, когда мы говорим про то, что Google помрет, да, то есть он может идти через Google API, собирать всю эту информацию, а потом уже с ней делать магию, ну там как-то сортировать и выдавать нужное. То есть мы можем этого не знать. Perplexity тот же самый, да, он там через Google Search API и через ChatGPT такой вот, ну, сборник всего. Поэтому Search сам по себе не уйдет, но между нами и там условным Гуглом, там еще кем-то появится теперь, ну, нейробот. Спасибо большое за то, что поделились своим опытом. Вот, удачи вообще в развитии таких классных инструментов. Вот, успехов. Спасибо, приятно было пообщаться. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. И таким получился этот подкаст про искусственный интеллект. На мой взгляд, будущее однозначно за AI. Современный сервис, приложение или стартап уже невозможно представить без технологий искусственного интеллекта. А команда будущего – это команда, состоящая из сотрудников, работающая параллельно с нейросетями. Кто-то готов впустить в жизнь эти технологии, кто-то еще не готов. Выводы каждый делает сам, а комментарии пишите под этим выпуском, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.